Всем привет, меня зовут Антон Земляной, я фотограф, мне очень повезло с моей работой, я снимаю для журналов, для хороших журналов. Сегодня мы в Греции, мы прилетели сюда с журналом Elle Girl снять две истории. Мы снимаем популярного блогера Соню Есман для обложки и делаем кадры для истории внутри. И история с купальниками, которая будет очень летняя, как раз это будет июльский номер. У нас основная задача сделать две истории совершенно разными. Как будто они были сняты в разных местах, и желательно, возможно, не в одну и ту же неделю. Сегодня мы провели весь день, смотря на локейшены. Был такой скаутинг. Скаутинг — это когда ты ищешь место, где будешь делать кадр. Нам нужно будет подстраиваться под солнце. Солнце красивое, хорошее, садится медленно, встает очень быстро. Но у нас погода такая, что, возможно, будут облака, возможно, будет дождь. И нам нужно так, чтобы вся история выглядела по-летнему. Место очень хорошее, море, но, правда, очень ветреное. И погода постоянно меняется. И нам нужно будет делать летнюю съемку, потому что это до следующего июньского номера. Вот это вот контрастный, прямой, жесткий свет. Есть свет вот такой. Он более мягкий, это нужно отражать с этой стороны, с передней. Тогда легче и девочке сниматься, потому что она не смотрит в солнце, как это делал я. Ну и тогда мы уже будем устраивать вспышками, отражателями и тот рисунок на лице, который хотим. Но тогда у нас теряется графичность, и я еще не до конца определился, хочу ли я делать так всю съемку. Съемочный день номер 1. Сегодня Греция нас встречает вот таким великолепием. Шторм, ветер, даже до сюда долетают брызги от волн. Но мы все равно продолжаем краситься. Соня сидит в комнате с закрытыми окнами. У нас ничего не поменялось. Мы, может быть, чуть-чуть позже начнем снимать. Может быть, на полчасика, подождем, пока все это успокоится. Даже если будет пасмурно, даже если будет продолжать быть пасмурно, я лучше тогда буду снимать на час позже, когда станет немножко теплее. Потому что нет смысла мучить всю команду, если так и так солнца не будет. Но я верю, мне кажется, что просветы будут, потому что их видно. Я уверен, что все будет хорошо. Будем надеяться. Ну что, 9:25. У нас, слава богу, вылезло солнышко. Солнца много, это хорошо, но и очень много ветра. И вот, мне кажется, даже легче, когда тучи и безветренно, потому что солнце-то я уже научился ставить вспышками, чтобы было естественно. А с ветром проблемы с волосами, с тем, что Соня может мерзнуть, она уже мерзнет, что все мерзли до этого. Но здорово, что сейчас немного теплеет. Будем снимать быстро. Мы подготовили сет, отодвинули лежаки, которые нам меньше нравились. Мы вроде готовы, нашли ракурс, нашли настройки. Ну, надеюсь, что они сейчас еще подойдут, потому что солнце становится все выше и выше, менее благоприятное для портретов. Ветер не стихает. Пока ждем, придерживаем оборудование. И очень хочется начать уже первый кадр, потому что первым кадром все обычно и вся история закладывается. Он самый сложный, потому что никто не понимает, получается или не получается. Если первый кадр делать хорошо, то обычно все вдыхают, расслабляются и спокойно работают дальше. Волосы здесь красивые, да, мне кажется? По выражению мне здесь очень нравится. Тоже такой спокойный. И когда ты смеешься иногда, да? Здесь тело вот такое все ломаное, а голова прямо. И очень тогда сразу контакт идет. Вот тут вообще круто. Мне кажется. Да? Нет? Вот очень вот так было по позе красиво, только коленки чуть-чуть не на меня, а в бок. И все. И волосы сейчас вот так. Смотри, идем, я тебе покажу. Если коленки вот так, они длиннее будут. И рука, здесь правая рука ровнее, и здесь можешь в волосах. Я всегда так на лежаках лежу, поэтому я знаю. Да, здорово. И коленки чуть подальше. Ноги попрямее. Да, ага. Отлично. Здорово. Отлично. Ага. Чуть поближе ножки, чтобы не так. Здорово. Ага. Чуть поскромнее. По пояс опять? Да.
Даль, можешь чуть-чуть вот отсюда попытаться, чуть подальше пройти. Вот отсюда, где я стою, чтобы поровнее было, прям посередине. Можешь серебро попробовать издалека и помягче сделать его. Отлично, ага. Здорово, здорово, здорово. Ага. Чуть-чуть волосы от стороны убери, плеча, чуть-чуть. Вау! Ага. Здорово. А закрой глаза прям, вот прям, ага. Мне нужно, чтобы ты была чуть-чуть повыше. Ты сможешь встать вот сюда? А я встану вот туда. Ага. А ты можешь помнить, как этот? Что-нибудь покривляться, попробуй. Угу. Здорово, здорово, здорово. Ага. И также чуть побольше, чтобы лица было видно. Сделай как, чтобы они неровно упали. Угу. Ага, круто, круто. Здорово. И на меня опять так же. Угу. Можешь покривляться. Да, да, здорово. Ага. Угу. Мы вернулись только что с пляжа, где мы делали первую пробную обложку Cover Try. Можно фотоаппарат 2470? И там был дикий прям сильный ветер, много песка, у меня во рту песок, все в песке, компьютер в песке. Мы там продержались минут 7. И, к сожалению, не поймали то, что нужно было. Сейчас будем пытаться сделать то же самое на балконе. Нам нужен вид на море или хотя бы горизонт. И поэтому сейчас будем ловить горизонт с балкона. И здесь уже чуть потише. И надеюсь, что получится. Сейчас тоже будет ярковато, но смотри, наверное, не поднимай голову, чтобы солнце не попадало. Угу. 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 Но не закрывайся, потому что не пропустят для обложки. Лучше, смотри, лучше этой рукой, действительно, с волосами. Лучше одной, потому что вторая обрезается. Угу. Здорово. Угу. Надо поближе снимать, что-то это скучно все, да? Надо действительно поближе. Снимать на балконе с газонами и с голубым небом слишком по-детски получается. Мы набрались храбрости и вернулись в песок и ветер, и сняли еще раз, и мне кажется, там получилось намного лучше. В очередной раз убеждаюсь, что просто нужно искать варианты, если что-то не получается. И, как говорится, кто ищет, тот найдет. Но это на самом деле очень правда. Главное понять, что не получается, устранить, изменить, и потом все сложится. Ну, плюс еще, конечно, общее настроение. Очень повезло, что Соня, она прям действительно трудолюбивая и вежливая, потому что у нее летел в глаза песок, как и всем нам до сих пор почищают. Но она прям держалась, молодцом, и мне кажется, это нам очень повезло. И благодаря именно ее терпению у нас, думаю, есть хороший вариант, первый вариант обложки. Как видите, у нас распогодилось, нам очень повезло в итоге, потому что могло быть так ветрено весь день, и мы так бы и мучились. Солнце в правильной позиции, все в хорошем настроении, потому что, наконец-то, не настолько сложно работать. Ну, как и, в принципе, хотелось бы работать. Нам осталось всего 2 кадра сделать. Вариант обложки и кадр, наверное, на одном из этих лежаков. Мне очень нравится, что это пустой пляж. Мне кажется, картинка интересно получится. Не знаю, насколько коммерчески это подойдет, в смысле, что мы вроде бы снимаем около пляжа и должно быть много народу. Но я думаю, для этой истории, где она немножко такая чуть-чуть сумасшедшая, заигрывает, она уверена в себе, на своей волне, и что она одна пришла на пляж и одна тут сидит и развлекается, мне кажется, это, в принципе, ей подойдет. А сейчас ждем, пока Соня докрасит, чуть-чуть подправит, потому что все-таки это обложка, и мы весь день с макияжем.
В принципе, мы готовы. Сейчас очень приятное солнце. Мы на удивление приятно, когда она смотрит прям на него. У нее очень красивые глаза. И если взгляд выдерживать и глаза не начинают слезиться, как у меня скоро начнут, то будет очень красиво. Но она вроде справляется. Самые сложные моменты сегодня были, это вот все-таки наша стихия. Очень сильный ветер, было очень холодно, много песка. И попытаться, конечно, сделать обложку спокойную, уверенную, девушку, сидящую на пляже. У нас даже есть видео, где прям просто сдувало. Вот это был сложный момент, потому что и тяжело всем, но никто не ругался, потому что все понимают, что здесь никто не виноват, и нам нужно делать картинку красивую, привлекательную. Ровно 8 закончим, через 2 минуты. Да, спасибо. Ага. Ага, здорово, отлично. Ага. Здорово, здорово. Ага, здорово, отлично. Можешь посмеяться один раз? Так. Все. Ура! Молодцы, халат. Настоящий мужик. Спасибо. О, 8:00. Последний кадр. Хороший, он нежный. Не получилось снять с таким светом, как я хотел, потому что я очень надеялся снять вот с таким светом в лицо. Но у нас фон получается не то, что нужно. Нам нужна вода, и поэтому пришлось немножко переиграть. Но я не переживаю. Здесь очень красивые кадры, они более нежные. Я не переживаю, потому что у нас дневной обложечный кадр очень красивый, там все прям работает, аксессуар и татуировка ее классная, маленькая, ну, то есть узнаваемая. У меня нет татуировок, но она узнаваема по ее. И я очень доволен. Мне кажется, все довольны, и предпоследний кадр на лежаках тоже очень крутой. Длинный день, мы начали рано, закончили, получается, с 8 до 8, 12 часов. Ну, ничего, да, недоволен. Ура! Все, спасибо, до встречи.